Здравствуйте, это «Реальные новости», и мы говорим о том, о чем молчат госсми. Говорим открыто и субъективно. И если вам понравится наш выпуск, будем рады лайкам и комментариям. Сегодня вторник, 23 февраля, к новостям. В качестве главной новости последних несколько дней педалируется встреча пересидевшего с обнуленным. Покатались на лыжах, на снегоходах, поели, выпили и что-то там обсудили. Просящий улыбался и хорохорился, но, судя по картинке, ему в очередной раз объяснили, что надо сидеть и записывать в блокнотик, создавая правильную картинку. И на этом кадре радует только то, что тот, кто привык, когда за ним записывают и кивают, сам оказался в роли провинившегося школьника, который смиренно конспектирует учителя в надежде получить хотя бы 3 миллиарда. Моя коллега вчера рассказывала о плане спасения БМЗ, который в 2 словах укладывается в списать часть долга, остальные разрешить вернуть через 30 лет. То есть возвращать будут внуки тех, кто там работает за зарплату, на которую БМЗ берет кредиты по 6 миллионов в месяц. Прокремлевские телеграм-каналы подлили масло в огонь, засыпали ленты сообщениями о том, что российские предприятия готовы выкупить белорусские, обозначили даже цены. Выкупят, судя по сообщениям, готовы практически все, от нафтана до азота, от МЗКТ до МАЗа, от Гомсельмаша до БелЖД. И если суммировать все предложения, то получится около 10 миллиардов долларов. К таким новостям надо относиться без паники, но настороженно. Желание удержаться за кресло такое сильное, что можно и клочок земли распродать. А что будет после, пересидента не сильно беспокоит. Пока есть кредиты на мизерную зарплату и согласные за нее работать, ждать распродажи не стоит. А согласные будут всегда. Потому что несогласие работать за корм автоматически причисляет людей с чувством собственного достоинства к тунеядцам. Минские власти снова подняли тему незанятых в экономике. Сегодня на оперативном совещании Мингорисполкома сообщили, что перед службами занятости и налоговой поставили задачу принять исчерпывающие меры по вовлечению этих граждан в экономику города. Как конкретно намерены сделать это, не сообщается. Напомним, в декабре прошлого года главный бездельник потребовал немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся, и заставить их работать. Эту историю мы уже проходили в 2017. В этот раз поаплодировать в знак протеста не получится, потому что назад у захвативших власть дороги нет. И вооруженные дубинками и безнаказанностью знают, что они живут за счет безоружных, которых можно заставить работать на благо Отечества. В это время на хлебном заводе муки осталось на 2 дня. Гомельхлебпром не смог выполнить обязательства перед магазинами и не поставил хлеб по причине отсутствия муки на предприятии. Вот фото документа. Верить или не верить в его подлинность, решать вам. Но если нас смотрят из Гомеля, и среди ваших знакомых есть те, кто работает на хлебозаводе, расскажите нам в комментариях, так ли это. Больше всего новостей доносится из открытых судебных процессов, которые открыты только для избранных. Нет, не народом, а безумцами, захватившими власть. Сегодня стало известно, что суд над Виктором Бабарико продолжится через 2 недели. А пока перерыв. Видимо, решили дозированно давать повод для возмущения граждан, либо расползаются белые нитки, которыми сшито это дело. Суд Октябрьского района Витебска 23 февраля вынес приговор Юлии Кашеверовой. Это 22-летняя бывшая медсестра десантной бригады. Ее обвинили в том, что на уличном марше протеста в октябре 2020 года она повредила милицейский бус и сорвала кепку и маску СОМОНовца. Девушка получила 1,5 года лишения свободы. 1,5 года за удар ногой по бусику и ни одного уголовного дела по фактам убийств и пыток. Хотя нет, тут я приврал, конечно. Есть одно дело по факту убийства Романа Бондаренко, которое все же не про убийство, а про смерть Романа. Сегодня 3-й день на судебном процессе по делу Катерины Борисевич и Артема Сорокина. Их, напомним, обвиняют в разглашении врачебной тайны, которая состояла в том, что в момент поступления в больницу Роман Бондаренко был трезв. А поступать трезвым в больницу после того, как тебя избили полицаи, это, оказывается, преступление, равно как и неумение найти следы алкоголя в крови у тех, кого покалечила или убила банда, захватившая власть. Родные Романа дали разрешение на публикацию этих сведений о его состоянии здоровья, как минимум о том, что у него в крови нет алкоголя. Тем не менее, журналистка Тутбай и врач БСМП стали обвиняемыми по уголовной статье.
Уже 4-й месяц они находятся в СИЗО. Суд принял решение рассматривать их дело в закрытом режиме, что неудивительно, но все так же скотски по отношению к родным убитого, к обвиняемым и ко всем небезразличным. Близится к завершению уголовный процесс по делу Натальи Раентовой, которую вместе с братом задержали в троллейбусе после женского марша в августе 2020 года. За участие в акции ей дали административный арест, но на свободу Наталья уже не вышла. Ей предъявили обвинение в применении насилия к бойцу ОМОНа. По версии следствия, девушка укусила его за левое бедро. На больничном потерпевший не был, но, цитата, «испытал физическую боль». Свои моральные страдания он, ОМОНовец, оценил в 2000 рублей. Как это прокомментировать, подумайте сами. Кроме как матом, тут ничего не скажешь. Сегодня 23 февраля, день, в который традиционно поздравляет мужчин с тем, что они служили, либо еще будут, ведь даже в школах девочки поздравляют мальчиков. И по такому поводу как раз есть новость. Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси подготовил 3-й промежуточный отчет о применении пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения в отношении женщин. Ой, сейчас будет грустно, друзья. Правозащитники проанализировали период с августа прошлого года по февраль нынешнего. Во время подготовки документа были проинтервьюированы 143 женщины, пострадавшие от пыток и иных действий силовиков. Основные выводы доклада в кратком содержании выглядят так. Основная эскалация пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения со стороны силовых органов происходило 9-13 августа 2020 года по всей территории Беларуси. Насилие против мирных демонстрантов продолжились властями до конца 2020 года и даже в январе 2021. Пока отчет готовили, можем добавить, что и в феврале все это продолжается. К женщинам применяли прямое насилие, различные формы бесчеловечного и унижающего достоинства обращения. Медицинская помощь женщинам не предоставлялась или предоставлялась в единичных случаях. На жалобы, поданные в органы прокуратуры, на условия содержания государство не реагирует и продолжает целенаправленную практику создания жестоких, бесчеловечных и унижающих человеческое достоинство условий содержания женщин в местах несвободы. Ни одного уголовного дела по заявлениям о пытках так и не было возбуждено. Вот некоторые выдержки из доклада. Это будут цитаты. Несколько женщин свидетельствуют, что прятались от силовиков в кустах на пересечении улицы Тимирязева и Кальварийской и попытались попасть домой. В это время силовики без разбора по кустам стреляли резиновыми пулями. После этого началась зачистка. Все побежали по мосту, а в спину им стреляли силовики. Большую агрессию вызывали женщины, которые оказывали медицинскую помощь протестующим и обозначили себя или свое транспортное средство Красным Крестом. Задерживая машины с обозначенным Красным Крестом, людей обвиняли в помощи протестующим, что служило дополнительным стимулом к агрессии и унижениям. Из рассказов потерпевших. Как только они увидели кресты на машине, у них как будто был какой-то экстаз. Такое воодушевление. Они кричали «О, медики!», но они прямо и стали нас доставать из машин, радостно выкрикивать «На выход! Вы, животные, скотины, мрази!». Это все цитаты, друзья. Некоторых женщин избивали в автозаках. Дополнительную агрессию вызывали женщины, гражданки других стран. Так, при доставлении гражданки Литовской Республики в РУВД сотрудник ОМОНа сказал: «А, ты же литовка! А в Литве феминизм, ну, значит, будешь отгребать, как все». И раза 4 ударил в область плеч и головы. И так повторялось несколько раз. Всем запрещали поднимать глаза и смотреть на тех, кто избивал задержанных. Те женщины, которые находились в камерах РУВД, вынуждены были мочиться либо прямо на пол, либо по очереди в пластиковую бутылку. В одном РУВД сотрудник ОМОН пометил девушку черным маркером: запястье, грудь и лоб. Она очень сильно испугалась и обмочилась, так как были угрозы изнасилованием. Из рассказа потерпевшей: «Нам говорили: вы суки, вы твари, вы нам кричали позор, мы вас пустим по кругу». «По кругу», — говорил тот, который охранял их. Ну, типа охранял. Потерпевшая Н, 60 лет, рассказывает, что 8 ноября после окончания шествия на Немиге остановились два буса, из них выскочили сотрудники ОМОН и стали хватать людей. На тротуаре стояла женщина с иконкой и плакатом «Бог все видит». Они вырвали икону, плакат, бросили их на землю, женщину ударили. В автозаке на второй ступеньке лежал бело-красно-белый флаг, заставляли на него наступать. В автозаке один из сотрудников ОМОН оскорблял ее, замахивался дубинкой. Потом ее и других женщин перевели в другой автозак, где поместили в стакан с решеткой.
Он был рассчитан на 3 человека, их туда загнали в 9. Далее в отношении них дважды применялся перцовый газ. Задержанные кашляли и задыхались. Потерпевшая К. рассказывает, что в октябре находилась во Фрунзенском РОВД города Минска. И она говорит: привели еще 3 парней, у каждого все лицо до горла обмотано БЧБ флагом, мокрым, грязным. Похоже, их волокли прямо по грязи лицом вниз. Их 3 посадили отдельно и заставили очень низко опускать головы и не снимать эти флаги. То есть они вот так сидели, обмотаны этими флагами, и я не знаю, как они там дышали вообще. Это кошмар. И вот руки тоже за спину опустив голову завязали, и к ним обращались очень жестоко. Привезли 2 парней, у них на лице прямо раны такие везде, и они оба хромали, тянули просто одну ногу за собой. Да, друзья, вы, те, кто смотрит реальные новости, следит за новостями в целом в Беларуси, и так все это слышали и знаете. Но напоминать о том, что скоты могут сделать с вами, или с вашими женами, или дочерьми, стоит. Чтобы немного привести в чувство тех, кто решил: ай, хай буде як было. А те мужчины, которые объясняют свое неучастие в защите Отечества от обезумевших карателей фразой «меня жонка не пуская», должны помнить, что жонка в один день может случайно выйти в белом пальто в магазин и нести обратно красный пакет с продуктами, а этого хватит, чтобы потом поделиться с тем, кого не пуская, историей, подобной тем, которые были описаны выше. А многие из тех, кого жонка не пуская, служили и сегодня, 23 февраля, ждут от жонок поздравлений. Защитники Отечества, которые не могут защитить свое чувство достоинства, это, конечно, потрясающе. Да, многие будут поздравлять своих отцов, дедов, мужей, и хочется верить, что у каждого поздравляющего найдутся нужные слова, чтобы объяснить самим себе, с чем же поздравляет мужчин в этом году. Легко будет поздравить тех, кто выходил на акции протеста, тех, кто отсидел за это сутки, тех, кого судят за попытку действительно защитить Отечество. Увы, погоны не признак чести и достоинства. И сейчас миллионы граждан защищаются от тех, кто их носит. Сегодня 23 февраля, и мы поздравляем всех мужчин и женщин, которые защищают свое и наше право на достойную жизнь в свободной Беларуси. На сегодня все. До встречи.